Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ошибка, о которой она сожалеет. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Смотрите, ваша жизнь полна каких-то вот невероятных событий. Вот бывают такие моменты, когда вот вы сами для себя даже думаете, елки-палки, вот мистика какая-то, да? Напишите, у кого резонирует. Помимо того, я вам еще скажу, у вас довольно сильно развита интуиция, и даже может у кого-то проиграться, что вы довольно, неплохие магические способности имеете. Другое дело, что вы их, не хотите как-то вот развивать, да? Вот не хотите. С одной стороны, вас это и влечет, но вам то ли некогда, то ли страшно, да, в этот мир, мир магии, да, вот как-то вот глубоко нырять. Поэтому вы не особо так как-то, да, вот развиваете это все, поставили это на паузу. Я вам скажу, что вы по жизни вообще такой человек, победитель, вы привыкли добиваться, чего вы хотите. Это касается абсолютно всего. И если, допустим, вам понравится женщина, вы будете делать все, вы будете горы сворачивать, только бы ее добиться. Вы победитель даже в работе. Вы стараетесь, вот если вы поставили себе конкретную цель, вы стараетесь ее добиться, да, вот какие бы преграды не были. То есть это касается абсолютно всего. Я вам скажу, что еще такой момент может быть, что вы сейчас находитесь в ожидании какого-то важного для вас то ли известия, то ли решения, да? С чем это может быть связано? Опять же, смотрите, поскольку это общий расклад, может абсолютно по-разному проиграться. Кто-то ждет решения, допустим, решения суда, да? Кто-то ждет решения, допустим, там вы собеседование прошли, на работу устраиваться, понимаете? То есть у каждого по-разному. Есть среди вас такие, которые даже ждут благосклонности от женщины. Женщины, которая сейчас на расстоянии, да, возможно, с которой вы сейчас там разошлись, поссорились, и вы ждете от нее какого-то звоночка, смс-ки, вот чтобы она сделала шаг к примирению. То есть для вас это будет, довольно такое серьезное решение, вот поэтому вы и ждете этого сообщения, да, потому что мириться, не мириться, это вы для себя считаете, зависит уже от женщины. Вы не будете делать какие-то шаги абсолютно. Далее, также среди вас есть такие, которые поставили абсолютную точку в своих отношениях, да, я говорю о разных таких ситуациях. Да, здесь однозначно. Смотрите, есть такие среди вас еще, кто общается по интернету. Причем может быть так, что вроде бы у вас сейчас, вот вроде бы есть отношения, но они себя изживают. Вы пытаетесь как-то общаться с женщинами, пытаетесь, чисто для развлечения это, да, скорее, я считаю, да, это не с целью там новых отношений. Но отношения себя либо же изжили, либо же уже изживают, да, вот потому что разные мужчины меня смотрят, поэтому говорю из разных ракурсов. Далее, смотрите, я не скажу, что вы прям такой слишком активный человек. Причем вот чем старше вы становитесь, чем как-то вот спокойнее становитесь, степенней, да, в каком смысле? Вам хочется больше покоя, да? Я не говорю, что вы там уже все тормозите, уже там заторможенные действия. Нет. Хочется какого-то спокойствия, хочется душевного такого равновесия. Даже, возможно, вы более такой домосед становитесь с возрастом. Но это не значит, что вы не рванете, если куда-то вас пригласят, да? Единственное, вот я смотрю, у вас проблема, это проблема такая насущная в личной жизни. Вот как-то я не вижу, чтобы... Вот, да, вот подтверждение, это то, что я говорила. Вот одиночество. Смотрите, женщины вокруг есть. Причем есть женщины, которые и флиртуют с вами, которые готовы там и зароманить с вами. Но вы как-то вот их, как будто так, знаете, культурненько отшиваете.
Вот не хочется вам сейчас нырять в серьезные отношения. Напишите, ребят, хочется вам сейчас вот именно серьезных отношений, либо же вот вы привыкли быть один. Еще раз говорю, общий расклад, поэтому говорю в разных ракурсах. Да, среди вас есть те, кто еще ждут свою бывшую зазнобу, ждут, что она придет помириться. Но те, кто окончательно поставили точку, вот вы наоборот, вот как будто наоборот, как-то вот чур меня чур, да, уйдите, женщины, уйдите, не трогайте меня, да, вот эта очередная птичка-мозгоклюйка мне ну никак не нужна. Знаете, вот еще вы такой человек по жизни довольно решительный. Вот если вы что-то решили, то это все. Вот мужик сказал, мужик сделал. Вы, в принципе, и зарабатываете, вы имеете все, что вам нужно для жизни. Я не скажу, что вы прям особо бедствуете. Вот единственная проблема – это семья. Вот я не вижу семьи, но после ваших разочарований, ну, я бы сказала, наверное, что уже как-то особо именно семьи вам и не хочется. Вам хочется, да, любимой женщины. Да где же ее взять? Потому что вот почему вы отталкиваете вот этих всех девочек, ну, или же не девочек, да, уж постарше, так скажем. Да потому что вы им не доверяете. Вот вы не доверяете, вы от них закрылись, вы сердце, душу закрыли на замок. Потому что, опять же, еще раз говорю, у вас очень хорошая интуиция, вы видите насквозь женщин, которые к вам пристают, которые хотят с вами пообщаться, да? Но вы их видите как облупленных. А зачем вступать в отношения с той, которая, ну, заведомо тебя использует? Вы это видите, вы это прекрасно понимаете. Поэтому вы их и не впускаете в свою жизнь, в свою душу, в свое сердце. Да, одному довольно сложно, да, одному непросто, да, хочется любви, но любви настоящей, любви взаимной, а не когда тебя предадут, когда тебя изменят, когда используют тебя там в корыстных каких-то целях, там деньги твои и так далее. Но ведь я права, ребят, права. Давайте-ка теперь смотреть, какую же ошибку она считает довольно такой сильной, о которой она даже жалеет, да, вот какую же ошибку она не может уже исправить никогда. Знаете, вот она только сейчас начинает понимать, что вы были тем человеком, который ее любил, наверное, больше, чем, ну, чем, наверное, любой другой. Однозначно, после вас у нее не было мужчин, которые бы до такой степени ее любили, кружили, заботились, да. Вот вы, знаете, делали одну такую роковую ошибку. Вы чрезмерно растворялись в этих отношениях. Вот чрезмерно. Для нее это был, конечно, плюс. Для нее это было, знаете, это вы как были, ну, джин для нее. Старик Хаттабыч, да, вот как угодно называйте, вы были ее золотой рыбкой, который старался все исправить, вернее, все сделать, все, что она хочет. Но это ваша большая ошибка, вы слишком залюбили, слишком избавились, слишком оборзела она после этого, понимаете? Я это уже довольно много раз говорила даже в своих вот раскладах. Она понимает, что она напрасно сделала то, что она учудила, да, вот. Опять же, она понимает, что она сама испортила отношения, она сама разрушила семью, она жалеет о том, что она разрушила семью сама своими поступками, да. Она только сейчас понимает, что она потеряла достойного мужчину, достойного мужа и отца своих детей, да, вот если у кого дети есть. Она сейчас жалеет, но в принципе понимает, что назад дороги нет. Она понимает, что насколько сильно вы ее любили, настолько сильно, ну я не могу сказать прям ненавидите, да, насколько сильно у вас какое-то вот отторжение ее, да. Она прекрасно знает ваш характер, она знает, что вы ее не простите, несмотря на свою любовь, на свою доброту и так далее. Вот она жалеет, понимаете, и считает такой величайшей ошибкой своей жизни
что она не смогла сохранить семью. Если это была, допустим, измена у кого, она жалеет, что зачем я изменила, да, вот нужно было по-другому решать все эти проблемы, которые были между вами. Потому что между вами был такой, ну, период холода. Период, когда нужно было слушать свою интуицию. Вы ведь оба чувствовали с ней, что что-то пошло не так в отношениях. Ну вот напишите, я думаю, вы все чувствовали. Обычно человек всегда замечает какой-то холодок от своего партнера. Вы точно так замечали, и она заметила, что что-то между вами происходит, что-то идет не так, да? Вот как-то вы начинаете отдаляться. Но ничего не сделали, не сели, не поговорили, да? Не решили проблемы сразу же на корню. Почему я всегда говорю, ребят, когда возникает какой-то, ну, такой косяк, проблема в отношениях, сядьте и поговорите, без скандалов, без повышенного тона. Просто здесь и сейчас садитесь и говорите со своим партнером, что происходит, что не так, может быть, я что-то не так делаю, да, что ты хочешь, что я хочу. То есть оба высказываются, что вам нравится, что не нравится, как бы хотелось. Давай искать компромисс, давай как-то выруливать из нашей такой конфликтной ситуации. Это все проговаривается, ребят, это на самом деле настолько легко и просто. Если бы пары наши, семьи, да, вот практиковали такую политику, что сели и обсудили, в разы было бы меньше и скандалов, и разводов, потому что ты сел и ты решил эту проблему. И не нужно ходить копить в себе злость, обиду друг на друга, да? Потому что эта обида копится как снежный ком, а потом выливается в измены, во вранье, в холод в отношениях. Я сейчас немножко так отступила, я знаю, вы любите такие вот психологические моменты. Поэтому вот она сейчас жалеет. Вот почему так, да, вот почему она допустила, она, по сути, она кусает локти. Почему я не села и не поговорила, да? Почему я вот пошла налево, а не села и не решила с вами вот проблему, которая между вами? Потому что у нее свои претензии были. У нее к вам были на тот момент свои претензии. Никогда, ребят, не бывает леваков просто так. Это я вам так, маленький лайфхак, по секрету скажу, как угодно. Особенно у женщин. Я не беру во внимание женщин, которые слабые напередок. Уж простите за мой французский, да? А вот нормальная, среднестатистическая женщина, она никогда не пойдет просто так от фонаря вот изменять. Вот захотелось, пойду-ка я где-то там попрыгаю по жезлам, да? Но не бывает такого. Поэтому вот она кусает локти, да. С одной стороны она кусает локти, а с другой стороны понимает, что да, вот она виновата. Вот она виновата, и назад дороги нет. Это величайшая ошибка в ее жизни, и я, в принципе, я с этим согласна, что потерять мужчину, который любил, ценил, который готов был звезду с неба достать, да? Сейчас ей плохо, да? Вот она начинает задумываться о своей жизни, когда у нее впереди, я не вижу вообще перспектив с мужчинами. Вот я не вижу у нее таких вот отношений, даже серьезных, стабильных. Вот что бы вы мне ни говорили, я понимаю, что это общий расклад, да, некоторые могут написать, вот она живет с мужчиной. Так вот, для тех, кто мне так могут написать, что она сейчас с кем-то там живет, в вашем случае я вам скажу, что там счастья нет. Там чисто выгода. Там я вам скажу, что как-то вот люди даже не уважают друг друга. Вот если ваша бывшая с кем-то живет, то она мыслями в каком-то смысле даже с вами, в вашем прошлом, вот так, наверное, правильно. Она сравнивает, даже если она живет сейчас, ну, либо же в отношениях, но, скорее всего, проиграется, что у нее нет серьезных отношений. Она мысленно сравнивает с тем, что было с вами. И потому она задумалась, елки-палки, я такого мужчину потеряла, понимаете? Поэтому это и бумеранг, это и кусание локтей, вот, ну как угодно называйте. Это та ситуация, когда человек сам
как бы там ни было, да, но она осознала, что она виновата. Естественно, она мириться не придет. Она прекрасно понимает, что вы ее не простите, и слишком много боли было сделано, да, и вам. Да, и она не очень хорошо себя чувствовала, потому что здесь может проиграться, что вы даже друг другу наговорили, либо же сделали, ну, какие-то, ну, не очень такие приятные вещи, скажем так, да. Она понимает, видите, она понимает, что она сделала вам очень больно. Она даже знает, что вы отстранились, вот закрылись на какой-то период вообще от всего и от всех. Она в курсе, в принципе, вашей жизни, ну так, более-менее, как вы живете. Она в курсе. Либо же она как-то вот сама там следит за вами, может быть, там на страничках в соцсетях, либо же через знакомых каких-то общих вы спрашивает. Но она знает, в принципе, что вам было плохо. Она знает, что вам тоже было очень нелегко после расставания. И вот она жалеет. Она жалеет, что так сама все разрушила. Но, как говорится, что имеем не храним, потерявши плачем, да? Вот я удивляюсь таким женщинам, которые, ну, вместо того, чтобы как-то решать проблему с мужем, они идут куда-то, прыгают, кого-то ищут, да, вот эти все жезлы. Ну, думаешь, елки-палки, ну неужели нельзя в первую очередь поговорить со своим мужем? Ну, либо же мужчиной, да, если это просто отношения. Ну почему, если у вас семья, если тем более вас связывают дети, да, там какие-то еще общие воспоминания, общие сложности, когда вы вместе прошли, допустим, ну не один год жизни, ну сядьте и поговорите в первую очередь вместе. Ну что ж, у каждого свой путь, свой выбор, и здесь уже ничего не попишешь. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!